Evet sevgili Yıldız ailesi. Benim adım Leyla. Ben Nur'un çöplüğe bırakıp attığı o küçük kızım. Tufan Bey benim babamın katili. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет, когда Лейла раскроет свою личность семье Йылдыз? Сдастся ли Туфан полиции за то, что он стал причиной смерти отца Лейлы? Объяснит ли Лейла, что Ипек – дочь ее отца и что она не дочь Туфан Бея? Покинет ли Сиван особняк вместе с Лейлой? Убьют ли Нур и Мали Лейлу? Расскажет ли Нека Мали, что Нур стала причиной смерти ее ребенка? Будет ли раскрыта ложь, которую Нур придумал, чтобы заставить Мали убить Лейлу, о том, что Лейла – убийца своего ребенка? Что сделает Мали, если узнает, что Нур стал причиной смерти ее ребенка? Сможет ли Нур достучаться до своей матери Нермин, которая обманула ее? Что произойдет, когда Нур получит документы о разводе? Вернет ли Лейла активы, которые Туфан Бей передал ей? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Нур больше не смог причинить вред Лейле, а Мали узнала, что именно Нур стал причиной смерти ее ребенка и отомстила ей за это, а отец ребенка в ее утробе узнал и не позволил ему обмануть Туфана, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Элла расскажет, что ее настоящее имя – Лейла, и что она – та самая девушка, у которой Нур забрал все и выбросил в мусорное ведро, в то время как вся семья Йылдыз собралась вместе. Затем он бросит им в лицо, что это Туфан убил его отца. Пока Туфан и его семья пребывают в шоке, Нур и Мали боятся, что выяснится, что они не кузены и на самом деле влюблены, и Лейла остановит их признание. Господин Туфан, уже находясь в муках этой смерти, расскажет все, что произошло, во всех подробностях и извинится перед Лейлой, так как попал в ловушку Нура. Но Лейла очень зла на него, и ее сердце ожесточилось против него, потому что он отнял у нее отца, единственное, что у нее было в жизни. Когда Туфан Бей видит, что он очень расстроен, его сердце немного смягчается, но ему может потребоваться некоторое время, чтобы полностью простить. Лейла, которая очень зла на то, что ее семья скрывает этот инцидент, испытает облегчение, рассказав о том, что она переживала так долго. Когда Туфан Бей увидел, что Лейла очень сердита на него, он сказал, что сдается и согласен понести наказание, и что его совесть очень неспокойна. Возможно, сначала его семья, а затем и Сиван не хотят, чтобы он понес такое наказание. Дживан, возможно, захочет убедить Лейлу не сажать его в тюрьму, даже если он его не простит. Лейла будет строга в этом вопросе и скажет, что я не несу ответственности за все эти события, что они разделяют всю боль и печаль, которую я перенесла, так же, как и Нур. Теперь, когда Лейла все рассказала, она скажет, что Нур годами обманывал Туфан Бея относительно Ипек и что это не от нее, а от ее собственного отца. Когда Туфан Бей узнает об этом, он будет опустошен и воспользуется этой информацией, чтобы добиться развода. Сердце Туфан Бея не выдержит этого великого события и печали, и он может снова заболеть. Поскольку нет других причин, мешающих Лейле поделиться этой ситуацией с Ипек, они с Дживаном обсудят это со специалистом. Хотя поначалу у Ипек могут возникнуть некоторые проблемы, она будет очень рада стать сестрой Лейлы. Узнав, что сделала его мать Нур, его связь с Лейлой станет еще сильнее, и он захочет уйти от своей матери Нур. После этого противостояния Лейла захочет покинуть особняк. Сиван сочтет ее просьбу обоснованной и попросит ее остаться в особняке еще на некоторое время, пока он немедленно не подготовит новый приказ. Лейла подумает, что Дживан и так очень расстроен, и не станет его расстраивать, и какое-то время будет с этим мириться. Кроме того, поскольку он хочет взять Ипек с собой, он все ей объяснит и построит план по созданию дома с Дживаном и Ипек. Он попытается убить Мали, заявив, что единственное, чего Нур Лейла не объяснила, так это то, что они не кузены и что она близка к тому, чтобы раскрыть это.
Мали отклонит его предложение, заявив, что он недостаточно жесток, чтобы убить человека. Когда Мали говорит, что не может убить человека, Нур попытается убедить ее, кто убийца ее ребенка. Мали, которого слова Нур подтолкнули к этому, начнет строить планы убийства Лейлы. Однако Нека придет к Мали и расскажет ей обо всем, что произошло, сказав: «Я отомстил тебе, Нур, убийца твоего ребенка». Узнав эту правду, Мали очень разозлится на то, как Нур обманул ее. Но не сообщая об этом Нур, он притворится, что планирует убить Лейлу и вырыть яму в могиле Нур. После этого инцидента Мали может сжечь все свои корабли и сначала рассказать Ферде о своих настоящих отношениях с Нур, но после того, как он увидит, что тот безумно влюблен в Ферду и останется с ней, он может поделиться с Нур тем, что он собирается сделать. Хотя Ферда злится, что ребенок в утробе Нур от Мали, поскольку она очень любит Мали и некоторое время занимает твердую позицию, позже она понимает, что больше не любит Нур и может простить Мали за ее усилия сохранить их брак. Убедившись в этом, Мали обратится к Нур и скажет, что она подготовила поддельный отчет НК, чтобы доказать, что ребенок в утробе Нур принадлежит ему, тем самым показав, что он является отцом ребенка. Мали и Ферда будут готовы открыто рассказать всем об этих проблемах. Их единственной целью будет выгнать Нура. Последняя ловушка, которую Нур приготовил для Лейлы, была с ее матерью Нермин. Мали расскажет, что это она расставила эту ловушку, и, к сожалению, Нур не сможет добраться до своей матери. Нермин уже уехала в место, далекие от Нура, вместе с украденным ею золотом. Конечно, вопрос о том, как долго он сможет жить с украденным, остается спорным, поскольку у нас есть поговорка, что однажды, когда деньги закончатся, он может вернуться. Пока Нур рассчитывает, что они больше не смогут выгнать ее из особняка после того, как она вернулась в него благодаря ребенку, ее ждет еще один большой шок из-за дела о разводе, которое подал против нее Туфан. Похоже, в этой серии мы увидим падение Нур. Нур, получившая документы о разводе, страдает нервным срывом и заболевает. Сразу после этого они свяжутся со своим адвокатом и обсудят, что они могут сделать, чтобы избежать развода с Туфаном или что они могут получить в случае развода. Однако, когда выясняется, что не все дети Нур из Туфана, у нее может не остаться ничего, за что можно было бы держаться. Ее адвокат также может сказать, что они беспомощны в этом вопросе и что Нур буквально стреляет себе в ногу. Из-за своего гнева по отношению к Лейле Нур и Туфан-бею он еще некоторое время не захочет отдавать имущество Туфан-бея. Однако, поскольку он не хочет ими пользоваться, он может объяснить Сивану, что в конце концов отдаст их ему, даже если они его расстроят. Как вы думаете, как все эти события повлияют на брак Джована и Лейлы? Может ли Мали узнать, что убийца ее ребенка Нур и захотеть убить ее? Попадет ли господин Туфан в тюрьму? Выберет ли Ипек остаться с матерью или со старшей сестрой Лейлой? Будет ли Нур изгнан из особняка? Приведут ли все эти плохие события, произошедшие с Нур, к выкидышу? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.